Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и это у нас ежемесячный отчет по ботам Академии, вообще по Академии, что у нас там происходит, как дела и так далее. Я немного приболел, поэтому у меня будет пропадать, скорее всего, голос время от времени, так что не обращайте внимания, а лучше поставьте лайк этому ролику в знак пожеланий мне выздоровления. Будет очень приятно. Погнали. Что я вообще сделал, скажем так, за август? Да, я взялся за Велес, скажем так, довольно-таки серьезно в августе и провел более 60 бэктестов. Ну, мы видим, что завершенных у меня тут аж 73. И все на биткоине, плюс-минус одинаковые настройки, менял, проверял, что у нас по годовой доходности и так далее. То есть это были бэктесты годовые, и там можно сделать бэктесты, скажем так, с максимально негативным расчетом и с максимально вроде бы как позитивным расчетом. Ну, в плане, что там считается ли только тело свечи, либо тень свечи, да, еще считается. И, в принципе, я добился вот таких вот результатов. Здесь вы сейчас можете увидеть по самой максимальной нетке, да. Бот из расчета. Ну вот, кстати, да, последний был даже самый лучший. Из расчета на $5000 запуска бота я смог добиться результата бэктеста $17 000 годовых. С 5000 до 17000. При этом было в районе 13, если не ошибаюсь, 12 стоп-лоссов. То есть это были боты со стоп-лоссами в обязательном порядке. То есть ботов без стоп-лоссов я даже не тестировал, потому что я не вижу в этом смысла. На фьючах торговать DCA-ботами без стоп-лосса — это просто самоубийство. Ну и, в принципе, все результаты вы можете видеть у себя на экране. Я запустил такого бота себе. Он у меня поработал какое-то время, но потом мы по битку пошли в приличную коррекцию, и я его остановил, и пока что он у меня стоит на паузе. Я чуть-чуть позже проведу дополнительные бэктесты и, возможно, запущу его снова. Ну и что-то постараюсь потестировать на более коротком периоде, как раз-таки на периоде падения, потому что боты Велес, их нужно запускать, когда ты уверен в конкретном, скажем так, тренде, да. Если мы сейчас начнем там сильно падать, тебе нужно на каком-то периоде падения, да, протестировать бота, как он будет отрабатывать это самое падение. Если против тебя начинает идти цена, то бот уже не вывозит и начинает тебе минусить. В общем, я много выводов сделал, делая эти бэктесты, и видим, что, в принципе, он у меня по стопу один раз вылетел, и как раз я имею доходность за этот месяц минус 114. Да чего уж там, давайте зайдем в статистику. Вот, тут у меня были проблемки с запуском, я немного неправильно там настроил, да, и вот он у меня начал работать. Он у меня торговал, как вы видите, в плюс, и потом произошло довольно резкое падение. Давайте мы откроем именно эту ситуацию, да. Здесь он зашел, не успел выйти по тейк-профиту, и все. И дальше у нас нисходящий тренд пошел, который продлился, как вы видите, вот на 9,5%, без особых, скажем так, откатов, да, то есть вот было падение, а потом с 5% мы откатили там до минус 3,5, и потом дальше падать, и вот мы падали вплоть до 111. И очевидно, что бот здесь, так как он был настроен на лонг, откатов особо не было, чтобы ему выходить в плюс, да, он вышел из сделки в минус. И как мы видим, я пробовал тестировать совершенно разные длину стоп-лосса, и все равно у меня выходит, что при таком маленьком тейк-профите, да, у нас получается такой большой стоп-лосс. Но за счет того, что этих стоп-лоссов на протяжении года там по тестам было всего 12 штук, да, мы получаем довольно высокую итоговую доходность. Но я умудрился первый же стоп-лосс поймать через, грубо говоря, там 10 дней после старта работы бота. Но тем не менее, он успел закрыть 7 сделок в плюс и вот одну в итоге в минус. Но даже 7 сделок в плюс не перекрывает первого вот этого вот итогового минуса, да. Поэтому буду тестировать еще дополнительно различные стратегии и посмотрим, что у нас в итоге из этого выйдет. Но 20 числа, как я понял, что мы продолжаем падать, и бот остановил, и пока что он стоит у меня на паузе, не работает. Далее, что у нас по грид-ботам? По грид-ботам я тоже устраивал и в том числе несколько экспериментов сравнений. Мне было интересно, и вообще что по доходности. Начнем, пожалуй, с OKX. Вот этот бот у меня работает давно, и начинал он работать с $1000. Я потом добавлял в него еще дополнительно $300. Был у меня эксперимент проверить, что произойдет с работой бота OKX при добавлении инвестиций. И при добавлении инвестиций я обратил внимание, что он ничего не делает со старыми выставленными ордерами, которые были, да, выставлены заранее. Он
реагирует только на новые построенные гриды. То есть, допустим, до увеличения суммы у нас, допустим, было 5 контрактов на грид. Далее мы увеличиваем сумму, ничего не происходит в этот момент. Он продолжает торговать, допустим, продал грид какой-то, цена откатила, он закупает новый, и вот новый он закупает уже не на 5 контрактов, а на 6 контрактов. То есть он с каждого нового грида уже дальше будет получать более высокую доходность. То есть на каждой бирже есть свои нюансы, и их довольно много. И, кстати говоря, если вы хотите знать обо всех этих нюансах, то приходите к нам в академию. Сейчас в честь начала учебного года я решил сделать скидки, и сейчас у нас работают 30% скидки на все тарифы. Если вы уже зашли на какое-то время в академию, да, там на 3 месяца или на полгода, то сейчас вы можете улучшить свой тариф по максимальной скидке до бессрочного. Потому что там, если вы уже зашли в академию, уже идет скидка на бессрочный, и она сейчас плюсуется к этим 30%. То есть там скидка довольно серьезная получается на то, чтобы зайти в академию на бессрочный тариф, если вы уже находитесь в академии по какому-либо из тарифов, да. Ну и, в принципе, для всех остальных 30% скидки. Welcome, как говорится, добро пожаловать. Итак, возвращаемся сюда. Здесь у нас вот этот бот, который изначально на $1000 запускался и работал какое-то определенное время. То есть, если мы запускались 22.05, то почти 2 месяца мы увеличили, то есть до $300. Ну, как мы видим, что на данный момент плюс 11% прибыли, да, у нас. Но, снова же, эти боты начнут получать максимальную доходность тогда, когда цена пойдет в нашу сторону. То есть у нас помимо реализованного PNL прибыли по сетке, да, которая составляет здесь 12%, мы начнем еще и получать прибыль с несопоставленных ордеров. И тогда там уже будет максимальная доходность. То есть если здесь сейчас мы имеем где-то 3,5% чистой грид прибыли за месяц, да, учитывая, сколько он работает, то там добавится еще доходность с несопоставленных ордеров и прибыльность, когда мы будем его закрывать, а вы потом на это посмотрите, будет уже совершенно другой, там, вплоть до 10% в месяц. Вот что же до вот этого бота, который запущен на $1500? У меня, знаете, чуть ли не каждый бот эксперимент на самом деле, потому что, смотрите, я запускал здесь бота на 1500, запускал на Мексе бота на 1500. Чем они отличаются? Тем, что на Мексе у нас нет торговых комиссий, как мы видим, количество комиссий, у нас их нет здесь вообще. И бот работает уже 54 дня, что здесь, что там. И мы видим, что доходность здесь даже чуть-чуть ниже, чем она у нас на OKX. Забавный факт, да, что здесь мы платим торговые комиссии, например, вот, да, с каждой сделки. А там мы не платим торговых комиссий с каждой сделки, и при этом доходность на бирже OKX у нас выше. Ну и на самом деле за 54 дня мы видим, что общая комиссия за торговлю составляет всего 3,5 USDT-шки, да, при прибыли там 138. Здесь же комиссии нет, но при этом доходность все равно еще ниже. Это забавный факт на самом деле. Ну и я еще запускал такого же бота на платформе Generia. Это вот этот у нас сонный барс. Он у нас получает прибыль только за счет грид прибыли. У него нет прибыли с несопоставленных ордеров, потому что это платформа Generia. Здесь, в принципе, вся доходность это только грид прибыль. Потому что он не закупается заранее, чтобы потом продать, да, то есть вы когда запускаете бота, он стартует с полным нулем, и потом по мере хода цены он уже начинает расторговываться. Ну, то есть упал, закупил, пошел вверх, продал и так далее и тому подобное. Вот, и у него за счет чистой грид прибыли реализованный PNL составляет 81 USDT. То есть если мы здесь посмотрим, у нас прибыль по сетке здесь 75 составляет, ну и, в принципе, здесь плюс-минус столько же она должна составлять. Да, совпадающий PNL здесь 70 USDT. А все остальное мы здесь имеем за счет нереализованного PNL, за счет вот этих вот монеток, которые сейчас в плюсе, которые мы закупили на самом старте робота, да. То есть у нас же был верх сетки, был низ сетки. Ну, в данном случае шорт, да, перевернутый. То есть у нас изначально закупились монеты на все, чтобы продавать вниз, да. Вверх он будет усредняться, докупать новые. На старте мы закупили все, чтобы продавать при походе вниз. Так как сейчас эти закупленные монетки в плюсе, мы имеем тот нереализованный PNL. Вот отличие этих ботов в том, что биржевой будет это иметь, Generia не будет. Плюс на Generia торговая комиссия выше, потому что они торгуют тейкером,
а здесь мы торгуем мейкером, то есть лимитными ордерами, а на Дженерии рыночными ордерами. И снова же, как мы видим, в принципе, у нас грид-прибыль здесь немножечко выше. Но здесь и контрактов на грид также больше. Здесь 8 контрактов на грид, против на этих ботах 5 контрактов на грид. Вот, ну, поэтому логично и получается, что прибыль выше. Все равно то, что там хоть и рыночная комиссия, она не дает таких жирных минусов. На Дженерии все равно у нас доходность выше. Но при этом я вот сегодня перед записью ролика проводил аналитику, и я сделал такие выводы, что, в принципе, можно немножечко повысить риски на Дженерии, чтобы получать более высокую доходность, потому что, ну, все равно довольно надежная система получается, и на Дженерии за счет того, что он получает прибыль только от грид-прибыли, стоит чуть-чуть выше поднимать риски, потому что он на старте у тебя не закупает вообще какую-то жирную позицию, которую потом в случае похода вниз он будет тянуть за собой. То есть он закупается только по мере движения цены. Ну и если переводить на проценты, вот этот сонный барс, да, это у нас как раз вот этот же бот на $1500, который был рассчитан, да, но да, для Дженерии, как мы видим, он имеет на данный момент точку ликвидации в $500 тысяч по биткоину, но, как говорится, не обольщайтесь, она будет меняться при, естественно, движении не в нашу сторону. И месячная доходность у него получается в районе 3% в месяц, то есть общая доходность 5,4%, вот это вот, да, реализованная ПНЛ 54 дня, и если на месячную переводить, то это 3% в месяц, поэтому я буду его менять, я могу его поменять даже сейчас, и я бы последующие уже поменял бы, ну, на 20% минимум я бы поменял с удовольствием. Так что я прямо сейчас прям так его сохраняю, погоняю его с более высоким риском на 20%, да, еще месяцок, и при следующем отчете уже посмотрим, как это изменится. Данные как раз я сейчас имею, я их сохранил, и посмотрим на изменения. Щебетливый бобр, вот этого бота я также запускал шортового в августе, он отработал на сегодняшний день 23 дня, имеет он 13 контрактов на грид, и заработал он $92, что является изначально рассчитанной суммы в $2000, 6,2% месячных, да, но месяца у него еще нет, но если переводить, что будет все то же самое, продолжится до конца месяца, то у него доходность будет 6,2% в месяц. То есть, ну, биткоин сейчас как бы он такой, волатильности у него недостаточно как будто. То есть, если мы с ноября, да, на бирже Gate.io заработали довольно жирно, да, потому что волатильность была бешеная вообще, у нас за счет еще не сопоставленных ордеров была довольно высокая доходность. Вот, то сейчас как бы немножечко ниже доходность у нас получается. Но сами можете видеть статистику моего копитрейдинг аккаунта на бирже Gate.io, да. Начинали мы вот здесь где-то в ноябре с $3000, насколько я помню. И в итоге доходность общая, да, ну вот мы видим, что вот сейчас, на данный момент, да, ну, то есть она доходила там до $10 тысяч, то есть к $3000 плюс дополнительно $10 тысяч, то есть мы разгонялись там до $14 тысяч. Вы все это в прошлых отчетах можете посмотреть, можете на слово мне не верить, потому что я веду отчеты, по-моему, с января, что ли, месяца, каждый месяц есть отчетный ролик, и никуда я их не дею. Единственное, что до сих пор никак не могу сделать отдельный плейлист, чтобы все было последовательно. Наверное, сегодня сделаю отдельный плейлист будет по всем отчетам. Вот, и по факту это бешеная доходность получилась. Да, и если сейчас смотреть годовую доходность, которую мы имеем общую, да, за все это время, то она получается очень даже приличная. Вот, кто хочет посмотреть статистику, также просите меня, я могу вам ссылочку на мой копитрейдинг аккаунт дать, поделиться, да, и вы можете самостоятельно посмотреть все боты, которые мы открывали и закрывали за все это время. Какую они имели доходность месячную и так далее. То есть сколько работали, сколько заработали и так далее. Все открыто, вся статистика открыта, поэтому welcome к нам в Академию. У нас здесь весело, полезно и прибыльно. Что еще по ботам я открывал? Вот такие боты у меня еще на биткоине запущены. Я запускал их, лонговых боты. Запускал их также из расчета на $2000 и запускал их из расчета также с довольно низким риском в районе 5-го плеча, да, чтобы у меня все было. Ну и видим, что здесь отличие. Здесь у нас шаг 0.38 и take profit 0.35. Здесь шаг 0.76 и take profit 0.85. То есть здесь 100 триггеров, здесь 50 триггеров. Запущены были они одновременно, в один и тот же день, 25.08. То есть они заранее у меня были созданы, но запустил я их только 25.08. Можете вот здесь это по статистике увидеть.
первый бот имеет доходность 8,3% в месяц, а второй бот имеет доходность 5,4% в месяц. Но это если учитывать, что так оно и продолжится все, да, потому что месяца тут работы еще нету. Сегодня у нас 4 число, а боты запущены были 25 числа. Вот. Просто если проецировать то же самое на дальнейший период, то получится такая доходность. Если будет большая волатильность, будет больше. Будет меньшая волатильность, будет меньше. Вот. Но я уже могу сделать выводы, что этот бот зарабатывает больше. То есть у него шаг грида больше. То, что этот бот мельчит, да, 0.38 против 0.76, этот бот зарабатывает сильно больше. То есть этот у нас больший объем торгов набивает 27 тысяч долларов, да, этот 13 тысяч долларов, но при этом у этого доходность 47 против 31, да, но это получается этот бот нижний с 0.76 зарабатывает 8,3% в месяц, а этот 5,4. Поэтому, скорее всего, этого бота я буду закрывать, а этого бота буду увеличивать. Ну, давайте дадим немного больше времени этим ботам, да, посмотрим снова же, какая будет волатильность, и, возможно, первый бот второго догонит, да, за счет чистоты сделок. Но на данный момент я вот вижу такую ситуацию, что не стоит, получается, мельчить. Все-таки шаг грида немножечко больше, работает лучше. Давайте, пускай работают до следующего отчета, а потом одного из них я, скорее всего, буду закрывать, увеличивать, собственно, одного из них по объему в 2 раза, и думаю, что немножечко также увеличу и риск, потому что боты Дженерия можно, собственно, менять настройки на горячую в любой момент времени, и тянуть, в принципе, бота можно сколько угодно, лишь бы, как говорится, хватало денег и маржи, просто делайте правильные расчеты. У меня пока что все получается так, что я делаю максимально консервативные боты, и доходность тоже, естественно, получается консервативная. Вы, в принципе, можете самостоятельно для себя немножечко увеличивать риски и получать большую доходность. Ну и далее, что у нас по инверсным ботам? Вот у нас какую имеет ситуацию, допустим, Тон сейчас. Можете поставить на паузу, посмотреть. Да, я не буду по каждому боту сейчас распинаться. Я сделал в чате GPT табличку, и по ней мы сейчас все по-быстренькому обсудим. И я скажу, что я буду делать с этими ботами дальше. Вот что у нас по Доги получилось. Вот что у нас получилось по Ниару. И вот что у нас получилось по Доту. Атом. Я стартовал 118 монет, но на бирже OKX из инверсных контрактов убрали монету Атом, поэтому там все автоматически закрылось, все зафиксировалось, и там 118 монет превратились в 120, и, в принципе, монету Атом я больше не могу таким образом накапливать. То есть под Атом теперь нужно придумывать что-то другое. Либо просто холдить, либо закидывать стейкинг, либо что-то еще. Пишите ваше предложение в комментариях, будет интересно послушать. И вот что мы видим. Сколько было стартового депозита монет, да, реализованный PNL, дата запуска, сколько месяцев в работе, общая доходность за все это время и средняя месячная доходность, ну, усредненная. И исходя из этого же самого, годовая средняя доходность. По тону мы видим, что мы имеем примерно 4,7% в месяц, это 73% годовых, что для тона, я считаю, очень даже отлично. Но я чуть-чуть бы увеличил риски все-таки. И то же самое я хочу сделать с остальными ботами. Я хочу дополнительно увеличить риски. То есть, допустим, эти 3 бота поработали у меня 1,5 месяца. Я отдельно снимал ролик, когда я запускал этих ботов, да. И теперь я вижу какую-то доходность и могу сделать какие-то выводы. И я сейчас делаю такие выводы, что у меня прям сильно заниженные риски. А это мы можем, допустим, даже увидеть, да, то есть сколько бот работает. Допустим, цена Нера сейчас 2,4, а точка ликвидации у меня 3 цента. Тон сейчас 3,2, а у меня точка ликвидации 27 центов. То есть, понимаете, да? Я прям сильно занизил риски, и поэтому доходность из-за этого, естественно, также сильно пострадала. Но при этом 22% годовых тут, 19 тут и 28 тут. Если я не ошибаюсь, каждую монету я не смотрел, но я больше чем уверен, что это больше, чем даст стейкинг. Я сейчас увеличу риски. Естественно, у меня увеличится доходность, но риски в любом случае будут приемлемыми. Тон я увеличу риск буквально чуть-чуть,
Ну а здесь, наверное, процентов на 50 дополнительно я увеличу риски на эти 3 монеты. И посмотрим на следующем ежемесячном отчете, даже, наверное, в этой же табличке добавим, как у нас что изменилось по доходности. Так, ну и напоследок у нас боты Gate.io, которые поломанные были из-за неправильной работы трейлингов ботов биржи Gate.io. Мы видим, что вот этот бот у нас уже отторговался настолько, да, что вот имеет 1200. И, в принципе, когда пойдет цена в нашу сторону, когда у нас будет заканчиваться бычка, мы все равно дождемся низа этого бота, у него низ 70 тысяч долларов, и посмотрим, какая будет доходность, когда он дойдет до этих самых 70 тысяч долларов. Вот, у него ориентировочная цена ликвидации там 192, но в любом случае этого бота не ликвидируют. В этом я уверен, даже если цена пойдет на перехай по биткоину и так далее. И вот этого бота я также запускал, он чуть-чуть сломанный, потому что когда мы увеличили инвестиции в него с 1000 до там 1300, да, вот давайте посмотрим. Запускал я его здесь, и потом регулировал инвестиции. Я проверял для ролика, для эксперименты, как изменится у него количество контрактов, да, и потом регулировал дополнительно сетку, увеличил у него верх сетки, и в итоге он немножечко у нас поломался. То есть при старте, при запуске у нас было 9 контрактов на грид, и после всех этих манипуляций у нас осталось 7 контрактов. Несмотря на то, что я добавил инвестиции ровно столько, чтобы у нас расширить, ну, то есть количество сеток и высоту сетки, да, чтобы у нас все осталось ровно так же, из расчета контрактов на грид, да, прям все четко рассчитал, у нас уменьшилось все равно с 9 до 7, там почти на 20% бот урезал нам эти самые контракты. Вот, но этот бот там имеет уже реализованного PNL почти 20% за 134 дня. Это чисто по реализованному PNL, чисто по грид прибыли у нас получается 4,3% в месяц. Но когда цена пойдет в нашу сторону, у нас будет еще и нереализованный PNL. Здесь он сейчас в минусе, а будет он в плюсе. И снова же мы закроем этого бота 10-15% месячных у него в итоге получится. Поэтому не стоит сейчас делать выводы, да, какая прямо сейчас доходность. Мы же не собираемся этих ботов закрывать прямо сейчас. Но вот по этому вот опыту, когда я закрывал вот этих ботов, а я их закрывал в лучших, скажем так, точках, да, мы можем увидеть, что доходность получалось, допустим, если здесь там 22% реализованного, но плюс еще нереализованного 32%, да, и в итоге мы имеем за 66 дней 54%. Понимаете, да? То ли реализованные 22% за 66 дней, это там в районе 10% в месяц, а в итоге мы закрыли под 30% в месяц, понимаете, да? Так что не спешим, пускай боты торгуют, все у нас прекрасно. Ну а вы присоединяйтесь к нашей академии, потому что скидка 30% на доступ в академию действует до 15 сентября. Осталось всего 11 дней, так что успевайте. Когда будут следующие скидки, я даже не знаю. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.